На первый взгляд, казалось бы, что большинство наших игр далеки от страха и ужасов. Игры, которые кажутся безобидными и даже детскими. Но представьте себе, что среди красочных сказочных миров, забавных персонажей и ярких приключений, вы вдруг оказываетесь в ловушке неопределенности и страха, сталкиваясь с моментами, которые заставят вас подергиваться от напряжения и чувства тревоги. Невероятно, не так ли? В этом ролике я покажу вам, что даже в, казалось бы, легких и простых играх может скрываться настоящее чувство тревоги и неизвестности. И мы откроем для себя невиданные грани наших любимых игр. Верхушка айсберга. Metal Gear Solid – это видеоигра жанра Stealth Action, в которой игрок управляет солдатом Solid Snake, который должен остановить террористическую угрозу. Игра имеет светлую и яркую графику, а также много юмора и пародий на шпионские фильмы. Психомантис – это один из боссов игры, который обладает сверхъестественными психическими способностями, такими как телекинез, телепатия и пирокинез. Он может читать мысли игрока, предсказывая его движения и даже контролировать его контроллер. Битва с ним является очень тревожной и неожиданной, поскольку он взламывает четвертую стену и заставляет игрока изменить порт контроллера, чтобы победить его. Он также может комментировать игры, которые были сохранены на карте памяти игрока. Sonic – это игра-платформер, в которой нужно играть Сонику, чтобы спасти мир от злого доктора. Сложно и подумать, что эта игра может чем-то напугать, но веселье бесконечно. Это секретное сообщение, которое можно найти в игре, если ввести определенный код на экране звукового текста. Сообщение состоит из текста, бесконечное веселье Sega Enterprises и изображения Соника с красными глазами и зловещей улыбкой. Это сообщение является очень тревожным и необычным, поскольку оно противоречит общему настроению игры и создает впечатление, что Соник это злой демон. Это сообщение также стало основой для многих крипипаст и редактирований в интернете. Это игра, которая выглядит как веселое и яркое приключение, но у нее есть очень тревожный момент в конце. Когда игроки добираются до Гигаса, они встречаются с ужасным созданием, которое невозможно понять или победить. Гигас имеет форму красного облака, которое меняет свою форму и напоминает плод или лицо. Он говорит непонятными фразами, которые могут быть воспоминанием о его прошлом или проявлением его боли. Игроки должны использовать молитву, чтобы заставить Гигаса остановиться и уничтожить себя. Это очень эмоциональный и страшный момент, который оставляет глубокое впечатление. Майнкрафт. Это игра-песочница, которую знают все. Игра имеет простую и пиксельную графику, а также много творческих возможностей. Эндермен – это нейтральный моб, который может появиться в любом биоме. Они имеют длинные руки и ноги, фиолетовые глаза и черную кожу. Они могут переносить блоки и телепортироваться. Они становятся агрессивными, когда игрок смотрит на них прямо в глаза. Битва с ними является очень тревожной и опасной, поскольку они быстро двигаются, сильно бьют и могут исчезнуть и появиться снова. Они также издают страшные звуки, которые напоминают крики и шепот. Покемон Красный и Синий – это первые игры из серии Покемон, которые вышли в 1996 году в Японии. В этих играх ты можешь стать тренером покемонов и путешествовать по региону Канта, где ты встречаешь разных людей и покемонов. Лавандовый город – это один из городов Канта, где ты можешь посетить покемонское кладбище, где похоронены умершие покемоны. Это место имеет очень тревожную музыкальную тему, которая напоминает о смерти и страданиях. Некоторые люди считают, что эта музыка может вызвать галлюцинации. Это один из самых страшных моментов в играх о покемонах. Undertale – это ролевая игра, в которой вы можете дружить или сражаться с различными монстрами, которые живут в подземелье. Игра имеет светлую и яркую графику, юмор и увлекательный сюжет. Однако, в конце игры, если вы выбрали геноцидный путь и убили всех монстров, вы встречаетесь с Омега Флауи, ужасным и искаженным превращением Флауи, вашего друга Цветка. Омега Флауи – это один из самых сложных и самых страшных боссов в игре. Он обладает бешеной силой, скоростью и жестокостью. Он может менять форму, создавать лазеры, ножи. Он также может манипулировать временем и пространством, чтобы усложнить ваше прохождение. Это очень тревожный и неожиданный поворот событий в игре, которая оказалась дружелюбной и веселой. GTA 5
Это открытая игра, где ты можешь делать все, что хочешь. Игра имеет очень реалистичную графику, много мест для исследования и много секретов. Игра не является хоррором, но имеет несколько тревожных моментов. Один из них это призрак горы Чилиад. Это женский призрак, который появляется на горе Чилиад с 11 до 12 часов ночи. Если ты подойдешь к ней близко, она исчезнет. На скале поблизости написано Джок, что может означать, что она была убита своим мужем или любовником. Это очень страшно и загадочно для игрока, который ожидает более веселой атмосферы. Если вы хотите большой выпуск про страшные и жуткие пасхалки в играх, давайте наберем 200 лайков и я сделаю ролик. Ролик будет большим и интересным. Это приключенческая игра, в которой вы играете за Линка, юного героя, который должен спасти королевство. Игра кажется сказочной и волшебной, однако в одном из храмов, который называется Храм Теней, вы встречаетесь с мертвой рукой, ужасным и отвратительным созданием, который состоит из множества рук, вырастающих из пола. Мертвая рука может схватить вас за ноги и потянуть к своей голове, которая похожа на череп. Это очень тревожный и неожиданный момент в игре. Halo — это популярная серия научно-фантастических видеоигр, в которых игрок выступает в роли суперсолдата, который сражается против инопланетных захватчиков. Игра имеет красивую графику, увлекательный сюжет и разнообразные режимы игры. Однако в середине игры игрок встречается с новой и страшной угрозой — потопом. Потоп — это паразитическая форма жизни, которая инфицирует и превращает живых существ в своих рабов. Потоп может менять свою форму и адаптироваться к различным условиям. Потоп пытается поглотить всю жизнь в галактике и создать свое коллективное сознание. Потоп является одним из самых тревожных моментов в игре, поскольку они заставляют игрока бороться за выживание в условиях ужаса и безнадежности. Поверхность айсберга. Часть Зельды, которая уже была в видео, где говорилось о мертвой руке. Однако можно вспомнить этот храм, где она находилась. Храм Теней — это темное и ужасное место, где можно встретить кровожадных монстров, ловушки и даже высушенные трупы. Храм Теней также имеет очень неприятную атмосферу, которая создается с помощью жуткой музыки, эффектов освещения и звуковых эффектов. Этот храм — один из самых страшных и сложных разделов игры, который может вызвать тревогу у игрока. Цветная и мультяшная Марио, где герои и мир выглядят как бумажные фигурки. Но в игре есть локация река Твикс, подземелье, куда попадают персонажи после смерти. Там можно видеть кровавые следы, кричащие лица и огромную скелетоподобную руку, которая пытается схватить игрока. Место также имеет очень страшную музыку, которая состоит из неразборчивых шепотов, криков и стонов. Эта локация один из самых ужасных и самых неприятных в игре, которая может вызвать тревогу у игрока. В третьей части Metal Gear есть тревожный босс, которого зовут Печаль. Это призрак, который обладает способностью общаться с мертвыми. Когда игрок встречается с ним, он должен пойти по реке, где плавают трупы всех врагов, которых он убил. Эта сцена имеет очень темное и печальное настроение, которое усиливается с помощью меланхоличной музыки и голоса Печали, который говорит: «Я вижу жизнь тех, кого ты забрал». Этот бой один из самых эмоциональных и глубоких в игре, который может вызвать чувство вины у игрока. Психонавты — это платформер, который рассказывает о мальчике с психическими способностями, который попадает в темный лагерь для будущих агентов-психонавтов. В игре игрок может входить в ментальные миры различных персонажей, исследовать их психологию, личности и тайны. Однако в игре есть несколько моментов, которые могут напугать или смутить игрока. Один из них — это комната кошмаров Милы, которая является скрытой частью ментального мира одной из вожатых лагеря. Мила — это жизнерадостная, энергичная женщина, которая любит дискотеку и детство. Ее ментальный мир — это яркая и веселая дискотека. Но если игрок зайдет в один из шкафов, то попадет в комнату кошмаров Милы, где можно видеть темную и ужасную сцену. Горящий дом, где погибли дети, за которыми Мила когда-то присматривала. Эта сцена имеет очень страшную музыку и звуки плача и крика детей. Эта локация одна из самых печальных и трагических в игре, которая может вызвать сочувствие у игрока. В игре Game Boy Camera есть пасхалка с названием Who Are You Running From? Это пасхалка, которая состоит из нескольких тревожных изображений разбитых лиц и этой надписи. Эта пасхалка является довольно загадочной и мистической. Ее происхождение и значение остаются неизвестными. No. There we go.
Сердце Liberty City – это известная пасхалка в игре GTA 4, расположенная внутри статуи счастья. Сердце Liberty City – это огромное бьющееся сердце, расположенное внутри этой статуи. Оно удерживается цепями, и кажется, что различные артерии и вены идут от сердца к внешней части статуи. Если стрелять в него или бросать взрывчатку, то из него будет литься кровь, но это не вызовет никакой другой реакции. Настоящая лаборатория – это одна из локаций в игре, которая доступна только для пацифистского пути в игре Undertale. Это тайный научный комплекс, где проводятся эксперименты с душами монстров и людей. Настоящая лаборатория – это один из самых тревожных моментов в игре. Лаборатория имеет темный и холодный дизайн, наполненный кровью, записками и загадками. Музыка также создает напряжение и страх, поскольку она состоит из шума, стонов и криков. Человек-летучая мышь – это один из самых страшных и неожиданных противников в игре Batman Arkham Knight, который создает атмосферу ужаса и напряжения. Его дизайн, звуки и анимация очень реалистичны и детальны, а его появление заставляет игрока испытывать страх и тревогу. Super Mario 64 – это первая игра из серии Super Mario, которая использует трехмерную графику и позволяет игроку свободно перемещаться по разным мирам. В одной из комнат в Доме Призраков есть один из страшных моментов. Это обычное фортепиано, но когда игрок подходит к нему, оно вдруг оживает и начинает преследовать игрока, открывая свое лицо с острыми зубами. Этот враг называется Mad Piano, и его невозможно победить. Он охраняет красную монету, которая нужна для получения одной из звезд. Этот момент может быть очень тревожным для игрока, особенно если он не ожидал такого поворота событий. Half-Life 2 – это легендарная игра в жанре научной фантастики и экшена от компании Valve, вышедшая в 2004 году. Одна из глав игры, называемая «Мы не ходим в Рейвенхольм», является самой тревожной и страшной частью игры по нескольким причинам. Рейвенхольм является очень контрастным уровнем по сравнению с другими уровнями игры. В других главах игрок видит светлую и яркую сторону Сити-17, где люди живут несмотря на репрессивное правление Альянса. В Рейвенхольм же игрок сталкивается с последствиями вторжения, где люди стали жертвами жестоких экспериментов организации. Рейвенхольм также имеет много элементов хоррора, таких как темнота, кровь, трупы, ловушки и паранормальные явления. Игрок должен быть постоянно начеку, поскольку зомби могут атаковать с любого направления или использовать свои особенности для сюрприза. Left 4 Dead – это корпоративная игра от первого лица, в которой 4 выживших пытаются спастись от толп зомби и ужасных мутантов. Игра не является хоррором, но имеет некоторые тревожные моменты, которые могут напугать игроков. Один из таких примеров – это встреча с ведьмой. Ведьма – это особая зараженная, которая сидит или блуждает по локации, плача или грустя. Она не нападает на выживших, пока ее не побеспокоит светом, шумом или выстрелами. Если же она разозлится, она мгновенно положит на землю или убьет того, кто ее разозлил. Звуки ее плача и крика могут быть очень тревожными и пугающими для игроков, особенно если они не знают, где она находится. Ведьма также имеет очень сильные и острые когти, которыми она рассекает своих жертв. Kirby – это серия игр-платформеров, в которой главный герой – розовый шарик, который может вдыхать в себя врагов и пользоваться их способностями. Zero Two – это главный антагонист игры Kirby. Zero Two имеет вид большого белого шарика с крыльями, хвостом и рогом. В его глазу видно каплю крови, сходящую по его лицу. Zero Two тревожен, потому что он противоречит общей атмосфере игры Kirby, которая является светлой и веселой. Он имеет очень зловещий и кровавый вид, который может напугать детей и необычных игроков. Он также является очень сложным и опасным боссом, который требует высокого уровня мастерства и внимания. Он является одним из самых запоминающихся и страшных персонажей во всей серии Kirby. Spec Ops: The Line – это шутер от третьего лица, который ставит игроков перед сложными моральными дилеммами в условиях войны. Одним из самых тревожных и жестоких моментов в игре является сцена с белым фосфором. Белый фосфор очень опасен для живых существ, так как он легко загорается при контакте с кислородом и вызывает тяжелые ожоги, отравления и смерть. В игре ты должен использовать белый фосфор против большой группы противников, которые занимают высокую позицию и обстреливают тебя. Ты находишь мортиру с белым фосфором и с помощью камеры наводишь огонь по цели,
целям. Ты видишь только тепловые сигналы на экране и не можешь отличить врагов от союзников или мирных жителей. После того, как ты уничтожаешь все цели, ты спускаешься к месту удара и обнаруживаешь, что ты не только убил противников, но и сжег живьем десятки мирных жителей, которых они охраняли. Игроки видят, как белый фосфор сжигает живых людей, в том числе женщин и детей, которые не имели отношения к конфликту. Игроки также чувствуют себя виноватыми за то, что они сами приняли решение использовать белый фосфор, не зная о мирных жителях. Этот момент игры вызывает у игроков эмоциональный стресс и диссонанс, так как они сталкиваются с тем, что они сделали и что они видят. Этот момент игры является одним из самых сильных и шокирующих в истории видеоигр. Super Mario — это платформер с элементами ролевой игры, выпущенный в 2007 году для Wii U. Одним из самых тревожных моментов игры — это трансформация Мими. Мими — это один из слуг, который может принимать облик другого человека или предмета. Он часто использует свою способность, чтобы обманывать и подставлять героев. В 4 главе игры Мими притворяется принцессой Мерлин, чтобы заставить героев выполнить разные задания в своем особняке. Когда они раскрывают ее обман, она преследует их по лабиринту. В конце лабиринта она показывает свою настоящую форму. Ужасный монстр с огромной головой, длинными руками и множеством рук. Rainbow Six — тактический шутер от первого лица, разработанный компанией Ubisoft. Игра известна интенсивными боями в ближнем бою, высокой летальностью, принятием тактических решений и командной игрой. Нок — это оператор атаки в игре и загадочный персонаж, чья личность держится в секрете, а ее лицо никогда не было видно. Уникальной способностью Нок является способность активации снижения уровня окружающего шума и скрытия своего изображения от наблюдательных приборов противника. Внезапная тишина и исчезновение из поля зрения наблюдателей могут вызвать чувство тревоги и напряженности у команды противника, поскольку им остается только гадать, где она может скрываться. Мелководье. Это вторая по счету игра, которая продолжает развитие оригинальной истории о Реймоне, симпатичном герое без рук и ног, который использует свои суперсилы для борьбы со злом. Игра имеет яркую и цветочную графику, веселый и юмористический сюжет, много разнообразных локаций и персонажей. В игре есть один момент, который может вызвать тревогу у игрока. Это гробница древних. Таинственная пещера, где хранятся древние артефакты и статуи. В этом месте Реймон должен пройти сложную головоломку, чтобы получить одну из 4 масок полинеза. Этот момент может быть тревожным для некоторых игроков, потому что он неожиданный и очень отличается от атмосферы остальной части уровня. Уровень гробницы древних является темным и ужасным местом, где Реймон должен избегать пауков, пираний и бестелесных рук. Башня Шинра — это одна из важнейших локаций в игре Final Fantasy VII. Это высокий небоскреб, который является штаб-квартирой компании Шинра, главного антагониста игры. Башня имеет 70 этажей, каждый из которых имеет свою функцию и секреты. Одним из ключевых моментов игры является сцена, где главные герои попадают в плен в этой башне. Они просыпаются в тюрьме на 67 этаже и обнаруживают, что все охранники мертвы, а дверь открыта. Они решают сбежать, но по пути они сталкиваются с ужасными последствиями эксперимента. Они видят, как президент компании лежит мертвый в своем кабинете на 70 этаже, пробитый мечом. Им также приходится сражаться с сыном президента и новым лидером компании, а также с рядом роботизированных вооруженных систем, охраняющих башню. Этот момент является одним из самых тревожных и запоминающихся в игре, поскольку он показывает реальную угрозу, которая представляет Шинра для мира и для главных героев. Halo 3. Это популярная видеоигра в жанре научной фантастики, выпущенная в 2007 году. Это третья часть серии Halo, которая рассказывает о борьбе человечества против инопланетного альянса. Игра имеет захватывающий сюжет, динамический геймплей, красочную графику и многопользовательский режим. Однако в игре есть один секретный момент, который может вызвать удивление у игрока. Это пещерные люди, скрытые на одном из уровней игры. Пещерные люди — это небольшие фигурки, похожие на неандертальцев, которые были добавлены разработчиками в качестве шутки. Они находятся в пещере, которую может встретить игрок. Внутри пещеры можно увидеть несколько пещерных людей разного размера и положения, а также одного гигантского пещерного человека, который смотрит на игрока из-за скалы. Этот момент является одним из самых необычных и забавных в игре, но в других игроков может вызвать тревогу.
Hitman Контракты — это видеоигра в жанре стелс-экшен, в котором игрок управляет профессиональным убийцей по имени Агент 47. Разблокировав закрытое крыло в одном из отелей игры, вы можете пройтись по довольно жуткой и полуразрушенной части отеля. В конце концов, вы найдете гостиничный номер, охраняемый полицейским. Внутри сцена убийства с кровью, телами и ножом. Однако, зайдя в ванную, вы можете испугаться призрака в зеркале. Его присутствие добавляет атмосферы мистики и ужаса в игру и вселяет страх перед зеркалами до конца игры. Эта пасхалка хорошо работает в Hitman, которая вовсе не хоррор-игра. Андрос — это главный антагонист серии игр Star Fox, который является злым ученым, который обладает высокими технологиями, сверхъестественными силами и боевыми тактиками. Андрос тревожный, потому что он является очень мощным и злым противником, который может уничтожить весь мир. Он также имеет очень страшный и неестественный вид, который может напугать игрока. Он часто появляется неожиданно и атакует игрока своим смертоносным оружием и силами. Он является главной угрозой для команды Star Fox. Моб мертвецов — это режим зомби в игре Call of Duty Black Ops 2, который позволяет до 4 игроков сбежать из тюрьмы Алькатрас, где они попали в ловушку. Игра имеет много тайн, пасхалок и нововведений. Этот режим является очень тревожным, потому что он создает атмосферу страха и напряженности. Вы не знаете, когда и откуда появится новый противник, Брутус, который может сломать ваше оружие и препятствовать вашему плану. Вы также не можете полностью полагаться на электричество, поскольку оно работает только с помощью вашего электрического излучения в режиме после жизни. Вы также должны быть осторожны с вашими товарищами, так как они могут предать вас или оставить вас на попечение. Вы никогда не можете быть уверены, что вас ждет за следующим поворотом. Плачущие ангелы — это пасхалка в игре Ведьмак 3 Дикая охота, которая является отсылкой к сериалу Доктор Кто. Пасхалка находится в локации Велен, в руинах храма. Там можно увидеть несколько статуй ангелов, которые меняют свое положение, когда игрок не смотрит на них. Это похоже на поведение плачущих ангелов из Доктор Кто, которые являются опасными существами, способными перемещаться во времени и пространстве, когда никто не видит их. Katana Zero — это увлекательная и стильная игра, в которой вы играете за самурая-наемника, который может манипулировать временем и видеть будущее. Игра имеет несколько концовок, в зависимости от ваших выборов и диалогов действия. Однако есть один настоящий финальный босс, который доступен только при определенных условиях. Это психиатр, который лечит главного героя от посттравматического синдрома и дает ему лекарство под названием Хронос. Оказывается, что психиатр — это один из лидеров тайной организации, которая стоит за всеми событиями игры. Бой с ним состоит из 3 фаз, в каждой из которой он меняет свою форму и тактику. Это самый сложный и напряженный бой в игре, который требует от вас быстрой реакции, точности и стратегии. И это один из самых тревожных и неожиданных моментов в игре, который рассказывает многие тайны и загадки сюжета. Super Mario Galaxy 2 — это игра про Марио, который путешествует по разным галактикам. Одна из галактик — это деревья с цветными листьями, где есть секретный уровень Адская долина, где все покрыто шипами. Этот уровень один из самых сложных и нервирующих в серии Марио. Адская долина — это планета без чекпоинтов, где Марио может умереть с одного удара. Марио должен активировать платформы, которые меняются в зависимости от его верчения. Игрок должен быть очень внимательным и точным, чтобы не попасть на шипы или врагов. Этот уровень требует от игрока высокой концентрации, скорости реакции и точности. Глубины. Это видеоигра в жанре приключенческого экшена, которая воссоздает мифологию и культуру Японии. Игра рассказывает о приключениях богини солнца Аматерасу и имеет красивую графику, напоминающую японское живописное искусство. Один из тревожных моментов игры — это затонувший корабль, который находится в море. Аматерасу попадает туда, чтобы найти несколько важных сокровищ. Корабль был уничтожен водяным драконом и остался под водой. Аматерасу может попасть на корабль только ночью, когда луна опускает уровень воды. На корабле Аматерасу поджидают различные опасности, такие как морские чудовища, призраки и ловушки. Этот момент создает атмосферу ужаса и напряженности, а также показывает тайну и трагедию корабля. Это секретная миссия в игре Ultra Kill, которая принадлежит к жанру экшен-приключения. В этой игре игрок управляет роботом V1, который сражается с демонами в аду, используя разнообразное оружие и кровь в
качестве топлива. Игра имеет пиксельную графику и высокоскоростной игровой процесс. В этой миссии игрок должен исследовать темный лабиринт, находя черепа, которые открывают новые двери. Но здесь игрока преследует особый враг, что-то злое, быстрое и неуязвимое существо, которое может уничтожить V1 одним ударом. Игроку нужно быть очень осторожным и быстрым, чтобы избежать смертельной встречи с чем-то злым. The Lion King — это видеоигра в жанре платформера, которая воспроизводит сюжет одноименного мультфильма от Disney. Игра рассказывает о приключениях маленького львенка Симбы, который должен стать королем после смерти своего отца. Один из самых тревожных моментов игры — это то, что Симба может повесить себя на ветке дерева, если игрок нажмет кнопку старт, а затем Select. Это приводит к тому, что Симба умирает и появляется экран Game Over. Этот момент не имеет никакого объяснения или связи с сюжетом игры или мультфильма и выглядит очень жестоко и депрессивно. Это видеоигра в жанре шутера от третьего лица, которая воссоздает атмосферу Америки 80-х годов. Игра рассказывает о приключениях бывшего преступника Томми Версетти, который прибывает в город Вайс-Сити, базирующийся на Майами, и пытается стать королем мафии. Игра имеет много отсылок на популярную культуру того времени, в частности на фильм «Лицо со шрамом». Один из тревожных моментов игры — это квартира, где можно найти бензопилу и кровавую ванну. Это отсылка на сцену из фильма «Лицо со шрамом», где главный герой Тони Монтана попадает в ловушку колумбийских наркоторговцев. Его друг был жестоко расчленен и убит бензопилой в ванной, как это показано кровью на стенах. Этот момент создает атмосферу ужаса и насилия, также показывает опасность, которым подвергаются преступники. Payday 2 — это видеоигра в жанре шутера от первого лица, что позволяет игрокам выполнять различные преступные задачи, такие как ограбление банков, казино и тому подобное. Игра имеет много отсылок на популярную культуру, в частности на игры серии Left 4 Dead. Ведьма в больнице — это пасхалка в игре Payday 2, которая является отсылкой к игре Left 4 Dead. В миссии No Mercy игроки должны проникнуть в больницу и взять образцы крови пациента, который может быть носителем вируса зомби. В этой комнате можно увидеть ведьму, которая сидит на полу и плачет. Она не будет атаковать игроков, но если ее подстрелить, она зарычит и исчезнет. Это интересная пасхалка для фанатов обоих игр, которая показывает связь между ними. Тело айсберга. Prey — это научно-фантастическая видеоигра в жанре шутера от первого лица. Игра рассказывает о приключениях Томми, который попадает на космический корабль инопланетян, захватывающий людей для экспериментов. Томми должен спасти свою девушку и дядю, а также остановить угрозу для Земли. Один из тревожных моментов игры — это встреча с призраками детей, которые нападают на Томми в темном помещении. Эти духи — это жертвы инопланетян, которые были лишены своих тел и остались в виде искаженных душ. Они бросают в Томми взрывные предметы, поют страшную песенку и зловеще смеются. Этот момент создает атмосферу ужаса и безнадежности, а также показывает жестокость инопланетян. Call of Duty Звездный час — это видеоигра в жанре шутера от первого лица, воспроизводящая события Второй мировой войны. Призрачная комната — это секретная локация в игре Call of Duty, которая является отсылкой к фильму «Особняк с привидениями». В призрачной комнате можно увидеть различные предметы и декорации из фильма, такие как паутина, свечи, картины, статуи и тому подобное. Также в этой комнате можно услышать музыку и голоса из фильма. Это интересная пасхалка для фанатов игры и фильма. Splatoon — это третьестепенная стрелялка, в которой игроки управляют гибридами кальмара-человека, используют чернила разных цветов для боя и перемещения по уровням. Камабако — это таинственная компания в игре, которая создала подводное метро, подземную сеть поездов, которая соединяет различные станции испытания для игрока. Один из тревожных моментов в Splatoon — это обнаружение того, что человечество вымерло из-за глобального потепления 12 тысяч лет назад, а морские существа эволюционировали, чтобы занять их место. Это создает контраст между ярким и веселым стилем игры и ее темной исторической основой. Другой тревожный момент — это раскрытие того, что Камабако на самом деле является искусственным интеллектом, который хранил знания человечества и планировал уничтожить всю жизненную форму на Земле. Братья по оружию. Адское шоссе. Это видеоигра в жанре шутера от первого лица, которая воссоздает события Второй мировой войны. Главный герой игры — сержант Мэтью Бейкер, который возглавляет свою роту в боях с немецкими войсками. Один из самых тревожных моментов игры — это уровень госпиталь.
где Бейкер попадает в госпиталь, разрушенный бомбежкой. Здесь он встречается с призраком своего товарища по оружию Леггета, погибшего в предыдущей игре. Леггет обвиняет Бейкера в том, что он не смог спасти его и что вся кровь на его руках. Бейкер сталкивается с иллюзорными опасностями, такими как движущиеся стены, взрывающие кресло-каталки и толпы вражеских солдат. Этот уровень создает атмосферу кошмара и психологического давления на Бейкера, также показывает последствия войны для его разума. Дно айсберга. Гарри Поттер и Тайная комната – это игра, основанная на одноименном романе и фильме о приключениях молодого волшебника Гарри Поттера и его друзей. Игра относится к жанру приключенческих игр с элементами ролевой игры, где игрок управляет Гарри Поттером и выполняет различные задания, связанные с сюжетом книги и фильма. Один из тревожных моментов в игре – это столкновение с гремучей ивой, большим деревом, которое атакует все, что приближается к нему. Гарри Поттер и его друг Рон попадают под удары его ветвей, когда их летающий автомобиль падает на него. Игрок должен помочь Гарри и Рону выбраться из автомобиля и убежать от гремучей ивы, избегая ее ударов и собирая предметы. Это очень напряженный и опасный эпизод, который требует быстрой реакции и внимательности от игрока. Спасибо, что досмотрели до конца. Пишите в комменты, что напугало больше всего, ставьте лайки и подписывайтесь. Дальше будет больше айсбергов.